Всем привет! Меня зовут Катя, добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня тема будет довольно-таки интимная. Я хочу ответить на вопрос, как найти парня, мужчину и отца своих детей. Почему я снимаю это видео? Дело в том, что вчера муж за ужином мне сказал, что я до сих пор девочка и живу и чувствую себя как девочка. Я так подумала про себя сначала в отрицательной форме, думаю, ну неужели я, женщина 37 лет, до сих пор в его видении ощущаю себя как девочка, а потом думаю, а почему я расстраиваюсь или думаю что-то плохое, ведь это так хорошо. Также я не являюсь специалистом в отношениях, я просто делюсь с вами своим опытом, но дело в том, что я когда-то ходила к психотерапевту, да, у меня была послеродовая депрессия, ну, естественно, они же начинают, специалисты, выяснять причины, почему так, да, этак. Я с ней делилась своей жизнью, своим детством, своей юностью, своими, я так понимаю, взаимоотношениями с мужчинами, и также поделилась тем, как я встретила своего мужчину, своего мужа. И ей так понравился этот способ, что она даже, моя психотерапевт, она мне сказала, что она посоветовала другой клиентке тоже так действовать. Поэтому я не просто так села и возомнила из себя такого специалиста, просто мне было приятно, что психотерапевт с таким опытом, и ей отозвалось это, что как мой способ найти мужчину, и она даже начала советовать другим девочкам, девушкам. Итак, начинаем, поехали. Начнем с моего детства, я хотела бы начать. То есть, как вообще зарождаются вот эти желание общаться с мальчиками, так? Постепенно мы придем к тому, как я начала действовать. Самое главное, что нужно отметить, я приглашаю к просмотру не только молодых девочек, которым будет это весьма полезно, я считаю, но также девочек, девушек, женщин, неважно, мы всегда все равно, это хорошо, что мы сохраняем в себе вот эту молодую женскую энергию, ничего здесь плохого нет. Также приглашаю женщин, которые в поисках. Все довольно-таки просто нужно чувствовать себя, нужно чувствовать свое тело, нужно себя немного контролировать, а также прислушиваться к знакам, да. Ну и давайте же, детство. Мне начали нравиться мальчики, вот я поняла, то есть у меня появился интерес к ним, я бы даже сказала, первый раз, когда я влюбилась, это мне было где-то 9-10 лет, в мальчика 14-летнего. Это был сосед, и он приезжал летом. Как вы понимаете, я дитя 1984 года, и тогда, если у мальчика была какая-то там кепка крутая, майка привезена откуда или купленная, я не знаю где, там за границей или за валюту, то это нравилось. Но мне и сам мальчик нравился, его звали Дима. И вот почему я именно его вспомнила, дело в том, что я, когда его видела, меня будоражило, я немножко закрывала в себе, и даже этот мальчик, кстати, дружил с моим двоюродным братом, и когда он приходил к моему брату, и они были за верандой, я смотрела в окно, и я боялась выйти, то есть уже, видите, появилась такая вот стеснительность, дискомфорт. Ну, сейчас с высоты своих лет я понимаю, это даже немножечко смешно, но мне было абсолютно не смешно, поэтому я определяю это как мою первую влюбленность. Это длилось довольно-таки долго, где-то даже года 3 он мне нравился, представляете? То есть я маленькая девочка, и даже такой случай я расскажу смешной. Мы шли куда-то гулять, с нами гуляла соседка,
вот этот мальчик Дима, мой брат, и у меня было платьишко такое, в те времена раздобывали, и чтобы как-то скрыть, мы хотели там что-то разжечь, я не знаю, то ли костер, и мне прятали в мой рукавчик вот эти вот спички, коробок со спичками, вот помню это. Ну и я его даже немножечко ревновала к своей подруге, он с ней баловался, ну вот и даже ревность пребывала уже в таком возрасте. То есть мы, девочки, вот лично я очень человек такой эмоциональный, открытый. Ну, я не показывала, естественно, что он мне нравится. Потом брат случайно узнал, что мне нравится этот Дима, и я так расстроилась, я уже такая была довольно-таки взрослая тогда. То есть уже плюс 3, 8, плюс 3, 12-13 лет, наверное. Раскрылся секрет, вот такая вот была история, но потом это затихло, улеглось. Перейдем, вот уже школу нужно же затронуть, мы же очень много времени проводим в школе. В школе ситуация была такая, у меня была только одна влюбленность, я была влюблена в мальчика из моего класса. И, естественно, никто об этом не знал, там, например, кроме моей мамы, папы, двоюродной сестры, кто мне нравился. Но он мне нравился очень долгое время, просто я тоже стеснялась показать свои чувства, то, что он мне нравится. Я даже не знала, что мне говорить, представляете? И один раз даже, не знаю, говорить это или нет, классная наша посадила меня с этим мальчиком, и я даже не знала, что мне делать, ну, испытывала такой дискомфортик, скажем так, но он мне безумно нравился, безумно долгое время не выходил из моей головушки. До сих пор я его так вспоминаю с содроганием сердца. Нравился мне этот мальчик, не буду описывать его внешность. И переходим к следующему этапу, конечно же, институт. И вот как ни странно, в институте мне никто не нравился. Как-то не в группе. Я видела, кто-то знакомится друг с другом, там созревают какие-то отношения между людьми, встречаются. Мне всегда хотелось встречаться. Мне всегда хотелось каких-то отношений с мальчиками. Но в силу того, во-первых, я была скромная, очень хорошо училась, то есть я с золотой медалью закончила, с красным дипломом. Да, я была помешана на учебе. Кстати, считаю, что это неплохо, то, что я не растрачивалась на вот эти вот отношения, я свое время воспользовалась. То есть, ну, может быть, и хорошо, что мое сердце было не ранено, и я до сих пор девочка, может, и благодаря тому, что у меня долгое время не было отношений. И в институте я почувствовала, особенно после поездки в Тунис, мы с родителями отдыхали в Тунисе 2 раза, я там познакомилась с молодежью из России, мы там и танцевали, и тусили. Кстати, я увлекалась арабскими танцами, и йогой, и аэробикой, чем только не увлекалась, это тоже очень хорошо, поэтому, девочки, советую увлекаться и как-то сублимировать вот эту вот сексуальную энергию в нужное русло, чтобы вот эти вот бабочки из живота, они не пошли туда, куда не надо, чтобы не растрачиваться на пустоту, а встретить достойного человека. И я постоянно хочу выйти из темы, но я не выйду. И вот в институте я почувствовала, что мне надо, особенно после путешествия в Тунис. Такая там случилась ситуация, как всегда в Тунисе. Ну, как всегда, мы отдыхали, помню, в 5-звездочном отеле, и там есть анимационная группа, и я была частой посетительницей, там мужчины, парни молодые, которые в этой анимационной группе, и девочки там, девушки, они ведут очень активно, то есть они должны развлекать отдыхающих. Естественно, там устраивались и ночные дискотеки, я ходила на эту дискотеку и танцевала арабские танцы. Не думайте, что там какой-то был разврат, просто танцевали арабские танцы. Ну, любила я вот эти вот арабские танцы, вот это все, мне это нравилось. Тряска живота, кстати, тряска ног. Ну, я прям интенсивно так этим занималась и каждый день ждала вот этой вот дискотеки. Что тут с моим звуком, все в порядке.
поправлю платье. Ждала я этих дискотек, естественно, но нужно было выбрасывать эту энергию. И особенно мне понравился парень с длинными волосами из анимационной группы. Он работал, я так понимаю, возле там, где вот сдавали, то есть давали покататься на разных там бананах, катерах при отеле. И мне девушка, ведущая в этой анимационной группе, сказала, что реально ты нравишься этому парню. Давай как-то сведем друг с другом вас, ну, то есть, чтобы мы более тесно, я так понимаю, общались. Но я сказала, что нет, я не готова. И, знаете, потом я влюбилась в этого парня. Я вот так сказала. Видно было, что я ему нравлюсь. Я всегда была, честно признаюсь, такой эффектной, длинноволосой, активной, но и одновременно скромной. Но это же естественно. Девушка, у которой не было отношений, которая не вступала в эти отношения, естественно, как-то вот закрываешься. И я поняла, боже, так он мне понравился, так я в него влюбилась, в этого длинноволосого парня. Если говорить вообще о моих предпочтениях, то мне всегда всю жизнь нравились блондины, а также вот иногда я западала и на длинноволосых, представляете? В смысле западала, мне нравилась эстетика. Но вот блондины до сих пор меня как-то задевают, хотя у меня муж, он брюнет, истинный брюнет. Ну вот так вот, так у меня происходит. Ну, это же здоровье, что мне нравится смотреть и на мужчин, то есть это же естественно, как и мужчины в браке, они смотрят на других женщин, как они выглядят, как они ходят, как они общаются, что они вообще делают, их же тоже это будоражит, им это интересно, и если бы не нравилось, это было бы ненормально. Поэтому вот после вот этой поездки в Тунис, где-то мне было лет 19, я поняла, ну все, мои бабочки в животе уже превалируют, мне нужен кто-то. Но тоже вот кто меня, девочки молодые, опять обращаюсь к вам, слушает, просто так парень, бывает, что вот судьба, но иногда нужно поспособствовать этой судьбе. Как же я начала активничать? У меня была подруга в институте, Светлана, привет тебе, если ты меня смотришь. И я узнала, что она на сайте знакомств познакомилась со своим парнем. Ну и я попросила, зарегистрируй меня. И зарегистрировала она меня на Тутбай. Я по телефону с ней разговаривала и тоже зарегистрировалась на этом сайте знакомств Тутбай. Написала там, заполнила анкету, вставила фотографию, где я такая в шортиках. Они у меня, кстати, до сих пор есть, маечки коротенькой и с длинными волосами. Мне показалось, что это эффектная фотография. Естественно, такого качества фотографии не было, но нормальная фотография. Мне она очень нравилась. Я всегда, вот представляете, арабские танцы, там йога, длинные волосы, шортики такие не облегающие, такие немножко расклешенные, красиво это смотрелось. И да, мой будущий муж клюнул на эту фотографию, и началась переписка. Но прежде чем началась эта переписка, было еще 4 попытки. То есть я после путешествия летом в Тунисе начала действовать. После того, как я с помощью своей подруги зарегистрировалась на сайте знакомств, я повстречалась где-то с 4 парнями-мужчинами. Первый это был диджей, как он написал в анкете, но он был чуть ниже меня ростом, и как-то мне это не очень понравилось. Но он был общительный, но не задел. Вторая встреча, то есть, как видите, я активно совмещала учебу в институте и вот эти вот встречи. Второй парень, мы посмотрели с ним кино, помню, насколько «Братья Гримм» с Моникой Белуччи, ну какой-то неудачный фильм, мне он не понравился, в кинотеатре «Октябрь» мы сидели, потом мы общались, обсудили даже Шерон Стоун, ему нравилось, он мне сказал, но мне показалось, что он тоже смущается, и он немножечко еще мальчик-мальчик, хотя он был симпатичный, очень высокий, он мне нравился, но что-то меня в нем не задело. Ну, это же естественно. Третья встреча была с парнем, он уже такой был более
такой жизнеспособный в плане взрослости. Он был общительный, но я не поняла, что скрывается за этой общительностью. Или он, мне кажется, понял, что я, может быть, из более обеспеченной семьи, чем он сам. Я так и не поняла. Хотя я, хоть и отличница, есть такие заносчивые отличницы, я скромная отличница. Я никогда не кичилась тем, что у меня там отличные оценки. Но есть же такие хвастливые. Ну и вот мне надо было, наверное, пригубить коньячка, прежде чем вот снимать это видео. Ну и продолжаем, поехали дальше. Следующее, вот это уже опасно было, я считала. Мне было на тот момент где-то лет 19, как я сказала, и пареню было 32 года, мне он казался очень взрослым. И он приехал на машине навстречу, и я была в такой коротенькой маечке, белой, вязаной, шортики такие джинсовые, тут с кружевом. Ну так вот, не все так одевались, я всегда необычно одевалась, мне нравилось так нестандартно одеваться. И мне показалось, что я, наверное, немножечко, может быть, он подумал, что я слегка легкого поведения, может быть, по моему внешнему виду. Он говорит, давай с тобой поедем, садись в машину. Я сказала, я не сажусь на первом седании в машину, но у меня такое правило, не садиться в машину. Вот я боялась, что меня куда-то отвезут, свезут. Был случай, когда чуть пошли на дискотеку с сестрой, и чуть ее не затащили в машину, слава богу, не затащили. Потому что у меня был телефон, я начала звонить, и нас отпустили. Такой был случай опасный. Поэтому 10 раз подумайте, чем пойти на ночную дискотеку, даже в 18 лет. Да? Нам уже было 18 лет, уже довольно-таки взрослые девочки, а может быть 17. Не помню, но был такой случай, только один такой опасный случай, поэтому я к нему в машину не села. Ну, он и уехал. Он почему-то разозлился, но я думаю, ну и ладно, 32 года, не надо мне такое добро. Хотя вот сейчас мне 37, ну, сейчас он мне представляется как молодой мужчина, молодой мальчик. Следующее, это был мой муж. Будущий муж, он тоже, у него была анкета на сайте знакомств, и вот по фотографии, как я вот напомнила в начале видео, что нужно слышать не только свое тело, то есть бабочки в животе, то, что вот нужно уже заняться поисками мужчины, но нужно еще прислушиваться к знакам. Я вот по фотографии сразу поняла, что это мое и по лицу, и по внешнему виду, все мне в нем отозвалось. И даже еще такой моментик, что у него даже сандалии или такие открытые босоножки были одеты на голую ножку, это тоже прекрасно. И мне также показалось, что он находится в Америке, то есть сфоткан на фоне здания американского. Но потом оказалось, насколько помню, это в Париже он где-то сфотографировался. Вот вообще надо было покопаться и посмотреть эти фотографии на сайте знакомств. Все нет времени. Может быть, эти наши анкеты до сих пор там и хранятся на сайте знакомств Тутбай. Тогда был только такой сайт знакомств. Напоминаю, это было где-то, раз мы в браке 16 лет, где-то 17 лет назад, очень давно. И вот, то есть мой способ – это знакомство с мужем будущим по сайту знакомств. Всегда мне хотелось, типа, я считала, что мне судьба пошлет, что я увижу там в метро, или где-то на улице, или в каком-то там кафе, ресторане, и он подойдет ко мне, и на белом коне прискачет. Ну, не все так делается просто так, нужно действовать, нужно верить, одновременно заниматься собой, прислушиваться к себе. Это самое главное, а не сидеть на месте. Если будешь сидеть дома с закрытыми дверями, никто не прискачет. А вот сайт знакомств неплохая вещь, но опять же нужно действовать осторожно. Это получается, что я где-то с 5-й попытки нашла своего мужчину, но не все так сразу, то есть мы гуляли. Даже такая история была, вот как я рассказывала, что к этому мужчине 32-летнему я в машину не села, а здесь такая ситуация была. То есть первая встреча с моим будущим мужем, то есть мы попереписывались на этом сайте знакомств, ну и потом мне очень
очень понравилось, что он сразу захотел встретиться. Мне нравится, что он проявил первую инициативу, взял мой телефон, позвонил первый. Все, мне это очень понравилось. Это очень важно, кстати, если меня смотрят мальчики, неважно какого возраста, чтобы тоже проявлять активность. Все-таки мужчина-завоеватель. И вот первое свидание, он подъехал к моему дому, из окна увидела, естественно, моя мама его. Я надела уже платье, ботфорты, платье в таком пограничном стиле, эффектно, длинные волосы у меня тогда были, я была такая не блондинка, а брюнетка, натуральный свой цвет, ближе к брюнетке, такой темно-русый цвет у меня был. И я вышла, и все-таки села я в его машину, но дело в том, что он показался моей маме, моим родителям, они из окна, то есть увидели номер, если что, можно было предпринять действие. И самое удивительное, вот мы гуляли, я не помню, какое это было свидание по счету, то ли второе, то ли третье, он пригласил меня в автокино, я в автокино, естественно, никогда не была. И вот первый фильм, который мы вместе смотрели, так смешно назывался, «Дохлая рыба», «Dead Fish». Я даже залезла в интернет посмотреть, что это за фильм. Я, естественно, немножко настороженно сидела в этом, то есть в машине, мы смотрели кино, общались. А мало ли что, знаете, так вот адреналинчик назревал, но он вел себя достойно, то есть общался со мной, мы разговаривали, поддерживали разговор, ну, у нас клеился разговор, скажем так. И «Дохлая рыба», конечно, название этого фильма, но там такие актеры снимаются, Гарри Олдман и даже Билли Зейн. А я Билли Зейна люблю, этого актера, особенно мне нравится Билли Зейн в «Мертвом штиле». «Мертвый штиль» вообще советую посмотреть. Честно признаюсь, мне всегда нравились злодеи, даже когда я хожу на Лебединое озеро на балет, мне нравятся там злодеи в черном одеянии, всегда любила злодеев, но это тоже естественно, но люблю, чтобы мужчина со мной поступал не как злодей, а чтобы поступал, может быть, как злодей, только в каких-то ситуациях якобы он злодей, скажем так, но я это уже выхожу в ролевые игры. Мой итог, что, девчонки, нужно не сидеть на месте, а действовать, слышать свое тело. Я понимаю, например, вот я помню вот эти ощущения в 19, 18-20 лет, когда внутри вот это вот бабочки летают. Я понимаю, что это означает. Это так прекрасно, это так восхитительно ощущать. И именно вот по вот этим знакам понимаешь, что ты нуждаешься в мужском внимании, то, что ты готова к отношениям. Одновременно нужно не кидаться на каждого, не говорить «да» каждому, а нужно почувствовать, что это ваш человек. И бывает, вот у меня было, видите, что 5 попыток, и это мне повезло, я верила, главное, я верила, что у меня все получится. Так вот, я была нацелена, что случится чудо. То есть я поверила в сказку. Вот многим родители неправильно делают, они обрубают это. Сказки не существует. Я даже по себе думаю, я иногда сыну и скажу, ну вот так вот, то есть как-то так печалька, вот бытовуха иногда заедает, но на самом деле подсознательно я в тот момент верила, что со мной будет сказка, что со мной случится это, я найду мужчину, отца своих детей, это случится. Ну, естественно, в тот момент про отца своих детей я не думала, я думала о том, чтобы у меня наконец-таки появились отношения. Как это так? Вот у меня до сих пор нет отношений. Одновременно с тем, пока вы находитесь в поиске, нужно заниматься собой, чтобы как-то сублимировать вот эти вот эротические фантазии, буду с вами откровенна, вот этих бабочек в животе, чтобы их как-то сублимировать, нужно заниматься спортом, да еще побольше. Если не нравится такой интенсивный спорт, то можно и йогой, арабскими танцами, то тоже нужно прилагать очень много усилий, чтобы этим заниматься. И верить в себя, верить, что все будет. Это очень важно. И да,
Если вы будете видеть, верить, также нужно иногда и знаки смотреть. Я всегда с этим с подозрительностью относилась. Что за знаки? А знаки были. Он мне на фотографии, мой будущий муж, понравился. Все мне понравилось, и я чувствовала даже вот этот вот отдых в Тунисе, когда я отказала, можно сказать, этому длинноволосому красавцу. Хорошо, что я отказала. Мало ли что могло случиться в этом Тунисе. Может быть, у меня было бы разбитое сердце. Поэтому вот такие мои советы. Я поделилась в этом видео с вами, откровенно поговорила о своей жизни, о своем пути. И желаю, самое главное, чтобы вы верили в себя, верили, что у вас все будет хорошо, ведь сказка все-таки существует, она есть, у вас все случится красиво в жизни. Главное верить, не разочаровываться, не отчаиваться. Может быть, это не будет там 5-я, 10-я попытка, как это было у меня. Может быть, это будет 20-я, 100-я попытка, но вы встретите. Главное направить в Вселенную ваше хотение, встретите парня, мужчину своей мечты. И также я под конец хотела... У меня муж, наверное, думает, что я мало о нем говорю, мало к нему обращаюсь. И, естественно, так как это видео в основном посвящается тому, как я встретила мужа, парня, мужа, отца своих детей, я хочу сказать тебе, мой муж Виталий, что я тебя люблю, спасибо, что ты есть, спасибо, что ты со мной, спасибо, что ты до сих пор со мной. Люблю, скучаю, все для тебя, все тебе. Вот такие мои пожелания мужу, вам. Самое главное — сохранять девочку в себе. Это мой вывод, потому что если вы будете уже в 20 лет женщиной, это тоже ненормально. Иногда нужно быть непосредственной, иногда нужно надевать розовые очки, иначе будет не все так хорошо, как есть на самом деле. Поэтому верьте в себя. Самое главное, желаю здоровья, жизнестойкости, а также не отчаиваться, все лучшее впереди. Пока-пока, увидимся в следующем видео, уже скучаю. Совсем забыла показать вот эту вот картину. Я ее не просто так поставила. Я все стараюсь для вас, девчонки. Дело в том, что она не просто так тут стоит. Тут изображена огромная роза. А здесь вот внизу 2 влюбленных человека. Что же обозначает эта картина? Она обозначает, насколько велика любовь 2 людей по сравнению с их размерами, с размерами их тел. Видите, как воспевается любовь в воображении Сальвадора Дали. Я обожаю Сальвадора Дали. Эту картину почему-то очень редко о ней говорят. Я ее купила непосредственно в Испании, там, где творил Сальвадор Дали, Фигерас. И именно там я узнала, что у него есть вот эта картина. Она просто невероятная. Я всегда на нее смотрю и вспоминаю о том, что нужно верить в любовь, нужно верить в себя, нужно сохранять это чувство. Даже если оно утихает, розочка немножечко лепестки свои закрывает, нужно делать все, нужно орошать любовь и делать все возможное. Не расслабляться, а верить в чудеса.